Not because I shouldn't, not because I wouldn't, and you know, not because I couldn't, simply because I'm the laziest gal in town. Нелегко быть дочерью мировой кинозвезды, а когда твоя мать Марлен Дитрих, тем более. Единственная наследница актрисы Мария Рива всегда знала, ее мама не такая, как все. И всю жизнь она завидовала тем, чьи родители далеки от всемирной славы. Как сложилась судьба дочери Марлен Дитрих. Мария появилась на свет в 1924 году в Берлине. Она стала единственной дочерью Марлен Дитрих и помощника режиссера Рудольфа Зибера. Уже в раннем возрасте жизнь девочки полностью подчинялась расписанию ее знаменитой матери. Когда Марии было 5 лет, они с Марлен переехали за океан. Здесь девочка большую часть времени сидела дома или проводила время на киностудии Paramount. Когда Марии исполнилось 9 лет, ей досталась небольшая роль в фильме «Алая императрица». Она играла Екатерину II в детстве, а Марлен – императрицу в зрелом возрасте. Марии не разрешили посещать школу. Зачем просиживать время в классе, если Марлен Дитрих могла позволить себе нанять для наследницы гувернантку? Тем более актриса всегда хотела держать дочь при себе. В детстве Мария тесно дружила с Розмари Кеннеди, сестрой будущего президента США Джона Кеннеди. Их стиль жизни был похож, несмотря на разницу в 6 лет. И Мария говорила: «Нас связывало то, что мы обе были неудачницами». Шло время, и, казалось, актерская жизнь понемногу затянула Марию. Дочь Марлен Дитрих снималась в кино, играла в театре, а в 1947 году она вышла замуж за дизайнера Уильяма Рива и стала мамой 4 сыновей. В 1962 году Мария Рива бросила актерскую карьеру и стала заниматься шоу своей матери. Ведь Марлен Дитрих для всего мира и для нее самой была последней богиней 20 века. Ей было что рассказать публике, и Мария Рива выпустила нашумевшую и неоднозначную биографию Марлен Дитрих. Книгой были недовольны фанаты Марлен Дитрих. Но разве кто-то может знать кинодиву лучше, чем единственная дочь? А Мария Рива без прикрас делилась тем, как росла и взрослела в тени успеха своей матери. Единственное, чего хотела маленькая Мария, прогуляться по городу за руку с мамой, обнять ее. Но даже за кулисами, наедине с семьей, Марлен оставалась отстраненной. Просто так к ней не подойти, и Марии приходилось мириться с тем, что ее родительница особенная. И точка, а потому обнять ее можно было только с разрешения ее королевского величества. По признанию дочери, Дитрих всегда играла какую-то роль, и даже материнство для нее было одной из ролей. К дочери великая актриса относилась как к собственности и не проявляла нежности. Любить она не была способна, но любила, когда восторгаются ею. Мария Рива сейчас живет в США, в штате Калифорния. Ей уже 98 лет, и последние лет 30 она занимается литературой, пишет романы, издает и редактирует книги о матери. А еще она передала Берлину большую коллекцию личных вещей Марлен Дитрих. Несмотря на груз воспоминаний, Мария Рива относится с почтением к Дитрих как к актрисе, восхищается ее гипнотическим взглядом и умением перевоплощаться по щелчку пальцев.